Трехлетняя Лира вряд ли что-нибудь помнит из своего детства. Там и помнить-то нечего. У малышки не было семьи, поэтому ее детские воспоминания остались пустыми, ненасыщенными какими-либо эмоциональными событиями или историями. Большинство домашних собак хранят в своей памяти теплые фрагменты. Ласковый голос человека, встречающего с работы, запах теплого молока, мягкую подстилку у батареи и радостный задор первого похода в парк. У Лиры ничего этого не было. Ее память напоминала чистый, слегка затертый лист бумаги, на котором судьба так и не успела вывести первые яркие краски. Никто не знает, откуда родом Лира, ведь ее уже давно выбросили на улицу. Маленький пушистый комок просто оказался на асфальте среди чужих ног, пролетающих машинных фар и равнодушного городского шума. Так эта собака осталась одна. Сперва все казалось огромным и пугающим. Шум подворотни, резкий лай взрослой своры, скрип тормозов. У нее не было защитника, который прикрыл бы от дождя или спрятал от злого дворового кота. Лира ходила по улицам на протяжении 1,5 лет. Одинокая бедняжка скиталась по разным дворам и искала еду, а также место, в котором можно было бы пересидеть непогоду. Ее маршрут определялся голодом и холодом. В осенние дни, когда проливной дождь превращал городские улицы в серые реки, Лира забивалась под крыльцо старой пятиэтажки или сворачивалась калачиком на теплотрассе. В сухие летние дни она научилась находить тень под пышными кустами сирени. Каждое утро начиналось с одного и того же — встать, отряхнуть пыль со шерсти и идти искать хоть какую-то завалявшуюся корочку хлеба. Со временем Лира выучила географию своего района лучше любого почтальона. Она чита, у какого магазина утром выгружают свежие продукты, и где сердобольная бабушка из 2-го подъезда оставляет косточки. Некоторые люди подкармливали собаку, поэтому она в итоге осталась на одном месте, там, где таких добряков было больше всего. Этот небольшой спальный двор стал для нее подобием дома. Здесь ее не прогоняли сразу, а иногда даже ласково трепали за ухом, вызывая у Лиры робкое, почти забытое виляние хвостом. Прошла зима, затем наступила весна, а за ней и жаркое лето. Жизнь Лиры текла по своему незамысловатому руслу, пока не произошло то, что навсегда изменило ее тихий внутренний мир. Вскоре у Лиры родились щенки. Для молодой собаки это стало настоящим испытанием. Без теплого дома, без ветеринара, прямо в сыром подвале под железобетонной плитой она дала жизнь 3 крошечным слепым пищащим созданиям. Материнский инстинкт вспыхнул в ее груди жарким огнем. Теперь Лира жила не ради себя. Она вылизывала их, согревала своим телом и боялась отойти даже на метр, чтобы добыть еду. Но уличная жизнь жестока к тем, кто едва появился на свет. Один малыш умер на месте. Его маленькое сердце не выдержало холодного сквозняка в первую же ночь. Лира долго и упорно пыталась отогреть его языком, но тихий холмик так и остался неподвижным. 2 остались в живых. Они жадно цеплялись за материнское молоко, и Лира отдавала им все свои силы. Однако люди, которые жили в районе, где обосновалась Лира с детьми, были не очень рады ее присутствию там. Двор, который казался относительно безопасным, вдруг стал враждебным. Местные жители делились на 2 лагеря. Одни продолжали сочувствовать, а другие начали жаловаться на антисанитарию, возмущаться и грозить вызовом службы отлова. Шум, крики, проходящие мимо люди — все это держало Лиру в постоянном страхе. Каждый раз, когда мимо подвала кто-то проходил, она замирала, прижимая детей к себе и затаив дыхание. Беда не заставила себя долго ждать. Один из щенков пропал. Сложно сказать, куда именно он делся. Возможно, он выбрался из подвала и потерялся, а может быть, его унес кто-то из прохожих или забрали бродячие псы.
Лира искала его 2 дня, обнюхивала каждый куст, тихо скулила возле каждого подъезда, но все было безуспешно. А через неделю 2-го забрали в свой дом какие-то люди. Лира видела, как чьи-то чужие руки подняли ее последнего малыша и унесли в неизвестном направлении. Она рванулась было следом, но дверца машины захлопнулась, и автомобиль уехал, оставив лишь клуб сизого дыма. Лира снова осталась совсем одна. Пустота, образовавшаяся в ее душе, была тяжелее любого голода. Она сидела у входа в подвал и смотрела в одну точку. В ее глазах не было злости или агрессии, только глубокая, бесконечная грусть матери, потерявшей все. История Лиры могла бы закончиться печально, если бы не случайность. Однажды вечером во двор зашла волонтер местной группы помощи животным. Она услышала о собаке с драматичной судьбой от местных жителей и решила проверить, в каком состоянии находится животное. На данный момент небезразличные люди забрали собаку в приют. Процесс спасения не был простым. Лира, пережившая столько потерь, сперва боялась людей с поводками и клетками. Но в ее характере не было ни капли злобы. Когда к ней протянули руку с кусочком лакомства, собака лишь дрожала и тихо прижимала уши, словно прося не обижать ее. В приюте Лира получила всю необходимую медицинскую помощь. Ее тщательно осмотрел врач, обработал шерсть от паразитов, назначил витамины для восстановления сил после истощения и материнства. Позже ее стерилизовали и привили от разных болезней. Теперь у нее появился свой собственный уголок, чистый вольер с мягкой подстилкой и всегда полной миской свежей воды и корма. Первые недели в приюте Лира привыкала к новому распорядку. Ей больше не нужно было искать укрытие от дождя или драться за кусок сухой корки. Но главное, она снова научилась доверять человеку. Удивительно, но улица не озлобила ее. Лира оказалась невероятно чуткой, но до сих пор никто не хочет забрать эту чудесную собаку в свой дом, подарить ей настоящую любящую семью. Проходят дни, складываясь в месяцы. В приют приходят люди, кто-то ищет породистого щенка, кто-то грозного охранника на дачу. Они проходят мимо вольера Лиры, останавливаясь лишь на секунду. А Лира в это время смотрит на них сквозь прутья сетки своими большими карими глазами, в которых читается надежда. Лира очень дружелюбная и добрая. Она любит быть рядом с людьми, всегда тянется к ним и радуется их присутствию. Стоит волонтерам или гостям приюта подойти к ее вольеру, как Лира тут же преображается. Ее хвост начинает ходить ходуном, она тихонько попискивает от восторга и подставляет голову под ладонь через решетку. Она умеет слушать так, словно понимает каждое сказанное слово. Когда с ней гуляют на поводке, она не рвет вперед, а аккуратно идет рядом, периодически оглядываясь на человека, будто проверяя, рядом ли он. Ее прошлые невзгоды остались позади, но они сформировали в ней особую благодарность за любое проявление человеческого тепла. Лира не требует многого. Ей не нужны дорогие игрушки или огромные дворы. Все, о чем она мечтает, — это уютный ковер у ног хозяина, тихий вечер в кругу семьи и уверенность в том, что завтра ее снова не выбросят на холодную улицу. Каждый вечер, когда приют затихает и гаснет свет, Лира укладывается на свою подстилку, кладет морду на передние лапы и тихо вздыхает. В этих вздохах нет отчаяния, только светлое ожидание. Она верит, что среди миллионов людей есть тот самый единственный человек, который однажды придет за ней, пристегнет поводок и скажет простые, но самые важные слова про поход домой. Когда-нибудь она обязательно найдет новый дом.